Мы рассматриваем совсем не лирические события, а рассматриваем сегодня в нашем уважаемом кругу экспертов события, которые произошли на Манежной площади с точки зрения психологии толпы. По-моему, еще с этой точки зрения не так много об этом говорилось. И одной из наших сегодняшних задач эксперты постараются нам нарисовать психологический портрет толпы и рассказать на основе анализа об уроках декабря. Акция памяти убитого в уличной драке Егора Свиридова обернулась массовыми беспорядками. На Манежной площади собрались более 1000 футбольных фанатов. Стычки с милицией начались после того, как группа неизвестных избила 5 человек кавказской внешности. Избиение продолжилось даже после того, как к месту происшествия подбежали сотрудники ОМОНа. Милиционеры буквально своими телами прикрывали людей от ударов. В сотрудников правоохранительных органов летели бутылки и петарды. На призывы разойтись фанаты не реагировали. ОМОН был вынужден применить силу. Спасибо. Итак, уважаемые наши эксперты, что вы увидели, что сегодня показало, что вы видели на этой картинке? Это была толпа, это был какой-то организованный коллектив. Что, в принципе, с точки зрения психологов происходило на Манежной площади? Это типичное проявление так называемой агрессивной толпы. Агрессивная толпа – это один из видов толпы, который в данном случае на фотографии очень хорошо виден. Толпа обычно неоднородна. То есть толпы выделяются какие-то такие вспышки людей, более или менее спонтанно, более или менее подготовленно, в каждом случае надо исследовать конкретно. И вот то, что мы сейчас наблюдали, это просто, так сказать, хрестоматийная картинка. Я хотел бы здесь вспомнить, мне кажется, очень уместно, были бы эти эксперименты, когда-то сделанные Зимбардо по агрессивности, когда он показывал, что те люди, на которых надета маска, они проявляют уровень агрессивности намного более высокий, чем когда это нет. Он объяснял там разными способами. А здесь мы видим, вы понимаете, толпа – это же в каком-то смысле тоже маска. Это анонимные люди, которые лишаются на этот момент своей ответственности за то, что они делают. Они как все, они наравне со всеми, они регрессируют здесь, и здесь проявляются вещи. И мне кажется, это очень важно понимать, которые все-таки, на мой взгляд, не то чтобы родились в этот момент, они существовали. Вы знаете, они существовали, но не находили проявления, не находили выхода. Именно идеи или как вы сформулируете, что было это в массах? ненависть, это агрессивность. Идей, вы понимаете, тут немного. Идеи там 1-2, понимаете? И то это не то чтобы идеи, это такие речевки или лозунги. А недовольство, неудовлетворенность, ощущение, что тебя никто не слышит, желание что-то сделать, и ты не можешь ничего сделать, я здесь вижу. И в этой ситуации, когда происходит облегчение личной ответственности, безусловно, всегда такие деструктивные вещи будут проявляться. Способ такого поведения, она усвоенный через СМИ, безусловно, и через определенный опыт участия в массовых вещах, способ поведения. Второй момент, который здесь очень важен. Обратите внимание, что многие, некоторые из участников имеют при себе фотокамеру, имеют при себе, телефон, на который они снимают события, в которых они участвуют. Этот способ фиксировать себя еще как в авторском таком действии, когда ты в толпе, но ты принадлежишь и это фиксируешь и запоминаешь для себя. Это новый момент, хотя не новый, потому что то же самое я видел и при расстреле Белого дома, когда люди смотрели на этот расстрел, но тоже его снимали и фотографировали и так далее. И способ поведения подростков в драках, когда мы видим
или насилие, заснятое самим подростком на виде и потом транслируемое в сети и через СМИ, оно здесь тоже присутствует. Это, мне кажется, очень тоже важный сюжет. Вот там фотокамера как раз показывает. Мне кажется, это очень характерный момент, такой способ рефлексии и потом трансляции это через СМИ вот этого всего действия. Мне кажется, что исходя не только из этого фрагмента, который мы просмотрели, но и из комплекса видеоматериалов, который обнародовался нашими СМИ, мне кажется, что толпа была не только агрессивной, но и стяжающей. Там есть несколько, так сказать, определений стяжательской. Да. Вот, там были некоторые, значит, требования, не связанные с агрессией в поведении толпы. Значит, какие технологические соображения здесь можно высказать? Ну, первое, она неоднородна. Там определенно были, так сказать, организаторы, были люди, которые пришли с утреннего, значит, мероприятия, которое проводилось на севере Москвы, и они были относительно такой объединенной группой. Были люди, которые присоединились, так сказать, по призывам и вышли из метро. Это еще одна была группа. И, наконец, группа, которая, так сказать, ее можно назвать случайные прохожие. То есть часть тех, кто увидел это, гулявшие на Охотном ряду и на Манежной площади. Толпа – это очень примитивная система, которой очень легко управлять. Толпой управлять гораздо легче, чем управлять, скажем, там, организацией. Стадом коров управлять легче, чем министерством или университетом и так далее. Другое дело, что это нелинейно. Это не значит, что хороший министр может стать хорошим пастухом, если он этому никогда не учился. И к толпе нужно применять другие иррационально-психологические методы. Когда нам то и дело, после каждого такого события, еще последние лет 10, отцы города говорят, толпа неуправляема, а следующим абзацем идет речь о том, что там провокаторы управляли толпой и так далее. Я вот ни разу не слышал, какой-нибудь журналист спросил, а если она неуправляемая, почему вы не можете управлять, а провокаторы могут? Значит, вот здесь... Очень хороший вопрос. Да, здесь не раз говорилось о том, что толпа разнородна. Вот главное свойство толпы как явления – это ее превращаемость. Толпа легко превращается из одного вида или подвида в другой. И управлять толпой – значит уметь превращать из одного вида в другой. Вот этому нужно учиться. В Москве 20 лет обучали политиков всего мира работать с толпой, работать со слухами и так далее. А теперь оказывается, что в Москве никто этого не умеет. И когда говоришь, что давайте проведем эти самые тренинги, давайте проведем консультации, давайте учиться. Да, давайте, но все это потом уходит в песок. Вот понимаете, сводить все к ОМОНу, ОМОН нужен, несомненно. Силовым акциям это все, несомненно, нужно. Но для этого существует психология современная. Понимаете, существуют психологически отработанные технологии, политические технологии, которые позволяют снизить уровень насилия в таких ситуациях и достигать нужных эффектов гораздо более, так сказать, менее насильственными приемами. Надо иметь в виду, вероятно, для меня это очевидно по событиям, по оценке событий на Манежной площади, что в этой толпе, эта толпа не столь уж управляема, там стихийное начало преобладало, но надо учесть, что эта толпа преимущественно подростковая. Подростковая толпа больше всего способна к подражательным действиям, она не вполне самостоятельна. Подражательность – это свойство подросткового возраста. Дети подражают взрослым, подростки подражают сами себе. Если в толпе подростков находится какое-то агрессивное ядро, то они будут подражать и выражать агрессию прежде всего. Если их что-то отвлечет необычное, неординарное, то они могут переключиться на этот неординарный момент и отвлечься от агрессии. Но в принципе агрессивность проявляется прежде всего у подростков непосредственно в силу их импульсивности и склонности к подражательности, к группированию. Подростки склонны к группированию, потому что они еще не вполне самостоятельны как индивидуум.
каждый из них не вполне созрел как индивидуум. Как группа людей, как толпа, они идентифицируются с неким общим началом. Будет ли оно агрессивным или будет ли оно просто ротозеями, зеваками, это зависит от многих случайных и неслучайных факторов. Я не думаю, что они настолько уж управляемы. У них есть и сопротивляемость определенная. У них негативистический компонент в поведении подростков всегда есть. И их не так просто заставить что-то делать. А вот подражать через кого-то они могут совершить и агрессивные действия, опираясь на образец. Но, кроме того, образцы ведь есть еще в средствах массовой информации, образцы толп на улицах Афин, Парижа. Это тоже служит предпосылкой для вот такого рода движений, массовых акций. Позавчера я видел в новостной передаче кадр, значит, закрытие птицефабрики, когда на мороз, значит, птенцов, значит, выбрасывали вот так в корзинах, и они на морозе умирали. И это показывалось в новостной передаче. Вот это, казалось бы, очень далеко от того, что мы обсуждаем, но трансляция в СМИ вот этих образцов поведения к живому на разных уровнях, не только в наших межчеловеческих отношениях, а вот именно к живому, и это пренебрежение живым, и это жестокость и неощущение вот этого всего, а трансляция этого, это, мне кажется, очень серьезный момент. Это не только вот трансляция марша и так далее, а есть более простые уровни, которые обесчеловечивают наше человеческое существование. Это серьезный момент. Вот это, мне кажется, очень важно. Надо тщательно, имея такие инструменты информационные, надо тщательно и серьезно к ним относиться.